Привет, друзья! Я Саша. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня будем делать вкуснейший ванильно-лимонный чизкейк с лимонным курдом. И это невероятно вкусно и очень-очень просто. Вот реально, тыц-пыц и готово. Как всегда, следите за руками. Поехали! Сразу разогреваем духовку до 180 градусов Цельсия, 355 Фаренгейта. И первым делом готовим основу. Берем чашу для смешивания. Туда добавляем пшеничную муку, немного миндальной, чтобы основа получилась более рассыпчатой и вкусной. Немного сахара, чуть-чуть соли и разрыхлитель. И с помощью венчика все сухие ингредиенты соединяем, чтобы все там равномерно распределилось. Дальше берем размягченное сливочное масло комнатной температуры. Масло туда, в чашу. И с помощью миксера на средней скорости все это смешиваем, превращаем в однородную крошку. Рассыпчатую однородную крошку. Вот такая должна получиться крошка. Форма для выпечки у меня квадратная, можете брать круглую, хоть овальную. Берите, можно выпекать в чем угодно. Застилаем форму бумагой для выпечки, чтобы чизкейк проще было извлекать. И высыпаем туда крошку. Всю-всю-всю до последней крошинки. По форме распределяем равномерно. Все это разравниваем, утрамбовываем, превращая в корж для будущего чизкейка. Ну, понятное дело, корж желательно сделать одинаковой толщины, поэтому все это там равномерно распределяем и утрамбовываем. Берем вилку и делаем несколько проколов по всей поверхности. Ставим в духовку, уже разогретую до 180 градусов Цельсия, 355 Фаренгейта. Выпекаем минут 15-18, корж должен подрумяниться и полностью схватиться. Основа подпеклась, подрумянилась. Пахнет уже очень вкусно. Пока отставляем ее в сторону, немного подостыть. Займемся приготовлением начинки, то есть самого чизкейка. Да, температуру в духовке сразу уменьшаем до 160 градусов Цельсия, 320 Фаренгейта. Само собой, для чизкейка с лимонным курдом нужен лимонный курд. Сделать его дома совсем несложно. Можно, конечно, использовать магазинный, но домашний гораздо вкуснее. На канале уже есть даже несколько видео, как приготовить домашний лимонный курд. Я сейчас коротенечко напомню. Берем чашу для смешивания, миску, такую, которую можно будет поставить на водяную баню. То есть на кастрюлю с подкипающей водой. Туда добавляем цедру чисто вымытых лимонов. Нужна только самая верхняя желтая часть. К цедре же добавляем лимонный сок, яйца, сахар и кусочками туда нарезаем сливочное масло. Чтобы курд получился по-настоящему яркий, солнечный, добавляем молотый турмерик. Перемешиваем и ставим на кастрюлю со слегка кипящей водой. Не переставая мешать венчиком, все там растворяем, нагреваем и в результате также постоянно мешая венчиком доводим до загустения. Идеальная температура курда 80 градусов Цельсия, 175 Фаренгейта. Можно готовность проверить ложкой деревянной, если на ней остается чистая дорожка, значит готово. Снимаем с огня, пропускаем через сито, все хорошо процеживаем, убираем цедру, оставляем только гладкий крем, накрываем пленкой до контакта, даем остыть при комнатной температуре и убираем в холодильник полностью остыть и застыть. Готовый и правильно приготовленный лимонный курд получается таким густым, нежным и очень вкусным. Снова берем чашу для смешивания. Добавляем туда сливочный сыр. Сыр достаньте из холодильника заранее, чтобы он был примерно комнатной температуры. Яйца тоже лучше использовать комнатной температуры. Немного сахара. Обязательно ванильный экстракт, чтобы чизкейк получился лимонно-ванильным. Таким прям вкусным лимонно-ванильным. Нет экстракта, не беда. Часть сахара замените ванильным сахаром. Но лучше использовать сахар с натуральной ванилью. Так получится вкуснее и ароматнее. И с помощью миксера все это взбиваем, перемешиваем в однородную массу. Само собой, в процессе пританцовываем, чтобы десерт получился еще вкуснее. Все смешали, так, чтобы никаких комочков не осталось, чтобы смесь получилась максимально однородной. Добавляем немного сливок. И снова взбиваем с помощью миксера. Совсем чуть-чуть. Возвращаемся к основе, подпеченной основе. И выливаем сверху сырно-сливочно-ванильную смесь. Лопаткой сырную массу по форме распределяем. Берем заранее приготовленный
или купленный охлажденный лимонный курт. Выкладываем его ложкой сверху, такими лимонными дольками. Вот как-то так. Берем какую-нибудь лопатку, ложку, нож, шпажку, что угодно и прокручиваем такие восьмерки, создавая красивый рисунок сверху. Ставим вот эту вот получившуюся красоту в духовку с уже уменьшенной температурой, уменьшенной до 160 градусов Цельсия, 320 Фаренгейта. И выпекаем минут 25-30, все должно подсхватиться, чуть-чуть. Подрагивающий чизкейк – это нормально, он подзастынет уже при остывании. Главное, чизкейк не пересушить. Такая получается красота и пахнет просто невероятно. И лимоном, и ванилью, и все это здесь так переплетается сказочно. Но прежде чем есть, нужно еще немного подождать. Чизкейку нужно дать отдохнуть, остыть в форме. Затем убираем в холодильник, охлаждаем. И уже потом охлажденный чизкейк вместе с бумагой из формы вынимаем, нарезаем. Я люблю на совсем такие небольшие квадратики. И наслаждаемся. Благодаря вот этим вот разводам лимонного курда все это выглядит не только красиво, но и очень живописно. Пахнет просто сумасшедше, и выглядит очень-очень аппетитно. Это что-то на очень-очень нежном. Невероятно нежный чизкейк, нежнейший ваниль, кислинка лимона, все это здесь так идеально сочетается. И эта нежность идеально сочетается с хрустящей основой, такой хрустящей, рассыпчатой, совсем не сладкой, такой даже солоноватой. Это прям идеальный баланс, идеальный вкус, идеальное все. Это просто прекрасно. И остановиться на одном кусочке, тем более на таком маленьком, просто невозможно. А если мне не верите, сейчас дегустационному бюро отнесу. И сегодня у нас замена игрока на поле. Посмотри, какая верхушечка, прям такая мраморная. Очень вкусно. И как Лешечка говорит, всем срочно надо. Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео жду ваши лайки и комментарии. Не скупитесь, пожалуйста, пишите, ставьте побольше идей, подкидывайте, впечатлениями делитесь и подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Ну и друзей сюда зовите, приводите. Чем нас здесь будет больше, тем видео с рецептами будут выходить чаще. Всем желаю отличного настроения, всего самого доброго, до новой скорой встречи, пока-пока.